Lamborghini Aventador – автомобиль знаменитого итальянского концерна, стоимость которого составляет десятки миллионов рублей. Он оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Дизайн этой машины сводит с ума парней и девушек во всем мире. Автомобиль развивает максимальную скорость 350 км в час и разгоняется до сотни всего за 2,9 секунды. Честно признаться, у меня нет столько денег, чтобы пойти и купить себе такую машину. Ведь даже в бэушном состоянии они стоят около 20 миллионов рублей. Поэтому я решил сделать ее своими силами. Для этого нашел человека, который занимается изготовлением точных копий кузовов элитных суперкаров из стекловолокна, и заказал у него полный боди-кит для постройки реплики Lamborghini Aventador. Ну и конечно же, мне нужен был мастер, который сможет взяться за эту сложнейшую и нестандартную работу. Благо у меня есть приятель по имени Егор, вместе с которым мы делали лимузин из Жигулей. Он-то и согласился вписаться в этот безумный проект и помочь мне в постройке Ламбо. Я хочу сейчас, чтобы вы посмотрели на его лицо. Посмотрите. Какого хрена вообще? Братан, это кит-кар. Это как лего для взрослых сейчас. То есть мы получили охрененную игрушку. Лего, оно вставляется друг в друга, а здесь ничего не вставляется. Когда ты посмотришь через несколько месяцев первое видео, что ты хочешь сейчас себе сказать? Блин, Егор, беги! Беги! Через гаражи, через крышу, просто через железную дорогу. И прямо сейчас мы приступаем к этому запутанному делу. Ну что, смотри, сейчас мы официально кладем эту запчасть, и начало Lamborghini положено. Смотри. Старт проекта так. Оп. Та-дам! Мы как перерезали ленточку. Да. Все, стоит бампер, у нас есть начало этого автомобиля, теперь нам нужно среди всех этих деталей, а тут их, мне кажется, не меньше 40. Нам надо разобраться, что откуда, и попытаться каким-то образом это все склеить. No fun, my babe. No fun, no fun, my babe. No fun, no fun to be alone. Смотри, как она получается четко. Она сама себя собирает, такое ощущение. Блин, ну выглядит охренительно. Прям охренительно реально смотрится. Немного пошарпанная такая, грязная Lamborghini. Так, а вот это что такое? Блин, как же сложно. У нас нет никакой инструкции, по которой мы можем это собрать. Человек, который нам прислал эти детали, сказал, ну если будут вопросы, звоните, объясню. Ты сломал симку, знаешь. Ну вы звоните, ребята, и симку пополам. Будем делать на правом руле или на левом, еще Может, пока непонятно. Как у УАЗика, вот такой наклон колонки такая.
Я сейчас понял то, что мы совершенно не зря купили эти дрова. Они нам конкретно пригодились. После того, как мы получили детали, после того, как мы примерно поняли, что они в принципе подходят для того, чтобы делать Lamborghini Aventador, весь масштаб трагедии оценили, что там просто до хрена места, она нереально широкая, нереально длинная, и нам в любом случае нашего донора придется переколхоживать самым просто невероятным образом. Самый прикол в том, что вот мы сейчас сидим, и у нас ноги заканчиваются дальше передних колес. То есть она вообще отличается кардинально от обычных машин городских. Это явно заднемоторная машина. И даже если мы возьмем переднемоторную, нам нужно будет переносить двигатель туда. Да, но либо это какая-то будет совсем слабая 1.5 или что-то. Что-то там. Toyota Prius просто вот с таким мотором, да. Ну, в общем, вы поняли то, что нас ждут большие трудности. Сейчас самый сложный вопрос — это то, какого мы будем использовать донора, потому что я, честно говоря, просто потерялся на данный момент. Я вижу все это, я понимаю, что это реально круто, что мы обязательно это доведем до конца. Ну, мы снимаем это на видео, еще раз. Если мы не будем снимать это на видео, то да, можно заглохнуть. Но на видосе люди смотрят, пишут, предлагают какую-то помощь. Такой прикол, что у меня были какие-то мысли до того, как мы сейчас ее накидали. Ну, какая будет машина, что это будет там Eclipse или что-то такое, там подрезать, там укоротить. Но сейчас я понимаю, что она вообще отличается от машины в принципе. Короче, мы строим не просто автомобиль с нуля. Мы пытаемся сделать реплику с нуля, не пойми как, еще и по душману. Ты чувствуешь, что ты сидишь уже в Lamborghini на самом деле? Еще мы не доделали ее немного, еще не можем показать людям наше творение, но мы это сделаем и будем на этом ездить. Можно понять вот эту непонятную посадку. То есть она будет вот такая, что водитель, что пассажир просто лежат в машине. Ну такие, надо покупать не сиденья, а диваны, такие, тахту. Она будет вот такой. Но ее надо делать, мне кажется, на пневме или на кайловерах, на чем-то таком, чтобы мы могли это регулировать, потому что для стиля надо, чтобы она была низкой, но перемещаться на такой низкой будет невозможно. Ну, в общем, все, друзья, машина собрана, мы видим весь масштаб трагедии. Я уверен, что мы видим, но не понимаем до конца. Я его чувствую, и мне страшно от этого становится. На самом деле, у меня прям такое волнение, которое плавно переходит в адреналин. Я вижу эту машину, я просто с нее кайфую, я понимаю, что я хочу заниматься этой тачкой, я хочу тратить все свои деньги на ее создание, но в то же время это такая жесть, это просто невероятно сложный проект. Такого вообще никто не снимал на видео. Я не нашел ни одного ролика ни в российском, ни в зарубежном ютубе, кто бы этим занимался. Короче, мы с тобой, можно сказать, первопроходцы, и главное не ударить в грязь лицом, сделать все нормально. И не сойти с ума. Теперь мы переходим к поиску донора, на базе которого мы будем, собственно, строить этот автомобиль. Мы долго с Егором уже обсуждаем этот вопрос. Какие у нас были варианты? Самая проблема в доноре, то что все заднемоторные доноры, кроме Запорожца, стоят... они стоят конкретных денег. 300-400 тысяч рублей. Что у нас там даже есть? битые, сгоревшие, уничтоженные, все равно, это только из-за документов, они уже стоят безумных денег. То есть у нас есть Toyota MR2 заднемоторная, Porsche Boxster заднемоторный, Запорожец заднемоторный. Да, но Запорожец не в счет, потому что глупо будет объяснять, что это из Запорожца. А остальные по базе не совпадают. У Lamborghini колесная база 2700, а эти все спортивные тачки намного короче и уже. Соответственно, их надо так переколхоживать. А покупать машину за 400, 500, 600 тысяч, из которой ничего не останется, это тоже, конечно, абсурд еще тот. Но мы не можем собрать машину, которая вообще не едет. В любом случае, мотор должен быть как минимум пригоден для тюнинга, чтобы мы могли это все дело форсировать, и спереди явно ему будет не место. Я думаю, минимум должно быть 200 сил хотя бы. Но в идеале она у нас получится легкая, потому что это стеклопластик. Короче, все, вот это вот обсуждение бесконечное будет продолжаться еще много-много дней. В следующей серии мы приступаем к поиску донора, друзья. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а на этом все. С вами были Егор и Илья. Увидимся.